Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас самый туристический выпуск, потому что мы отправляемся на экскурсию на райский остров Паттайи. И это изумрудный остров. Здесь белый песок и красивое чистое море. Автобус должен подъехать к нашему кондо в 7:45 утра. Нам вчера вечером написал гид, чтобы мы подтвердили свою готовность. Мы сказали да, мы едем, поэтому погнали! И основная цель у нас с Саней в этой экскурсии — это найти рыбку Немо. Маленькая рыбка, очень красивая. Она обитает недалеко от Паттайи, в местах, где есть актинии. И именно на этом острове их очень много. Поэтому мы, если нам позволит погода и море, постараемся ее найти. За нами приехал автобус. Мы остановились подождать еще два автобуса вот в таком классном месте. Смотрите, здесь можно сходить в туалет, попить кофе. Мы приехали на пирс, дорога заняла менее часа. Сразу хочу отметить профессионализм водителей вот этих автобусов в Паттайи. Большой им респект. По сравнению с водителями таких же автобусов на Пхукете, они водят гораздо аккуратнее, не жмутся в потоке. И ехать было сплошное удовольствие. Как, тебе понравилось? Да, классно. Я такой вайб четкий словила в автобусе. Такой едешь, баран крутить не надо, педальки сжать не надо. Такой весь расслабленный, вообще кайф. Кстати, ехали мы по платной дороге, и дорога заняла примерно минут 40. Здесь такое кафе интересное, называется Прок-кафе. Вообще, это вся территория, это военная база, и здесь часто стоят блокпосты, и мы здесь уже были, ездили на машине, пытались купить билеты на этот паром, но нам билеты не продали, потому что сказали, билеты только для тайцев, или там в составе группы нужно ехать. Мы им пытались показать наши водительские права тайские, думали, поможет. Пытались им показать наши студенческие карты, но ничего этого не помогло, и поэтому мы решили поехать в поисках Немо в составе туристической группы. Мы поехали в субботу. В субботу, конечно, больше тайцев немножко на острове будет, но зато вы увидите, насколько это критично. Сейчас такой сезон, что впервые за несколько месяцев у нас начались дожди. В принципе, поэтому мы и выбрали такой день, который более-менее не дождливый. Я сейчас вам покажу скрины с направлением ветра, с направлением волны, с приливами, чтобы вы знали, какая обстановка на этом острове будет в таких условиях, и могли планировать свою поездку. Вот, смотрите, подходит наш паром. Путь по воде займет минут 15. Тут недалеко. Классные паромы такие, смотрите. Алена заходит на борт, а я за ней. Красивые мостики. Мы пришли на остров, время 9:20 утра, и мы уже наслаждаемся и кайфуем. Вообще кайф начался с посадки на паром. Смотрите, какой здесь песок классный. Ален, посмотри. Белый-белый. Надо будет обязательно вот здесь пофотаться. Мне кажется, такой песочек белый на Семиланах. Да, вообще очень Классно. круто. Здесь на этом острове очень много различных фотозон. Он такой прям инстаграмный, все для этого располагает. Мы прям идем сквозь такие расщелины в скалах по деревянному такому мостику. Очень круто. И вот смотрите, какие здесь фотозоны. Дверь в небеса. Надо сюда музыку ставить и достучаться до небес. Очень круто. Мне уже здесь нравится все. Да, здесь мы сегодня будем искать рыбку Немо. У нас в 11 будет снорклинг, а в 12:30 будет обед. Все это включено в программу этой экскурсии. Первое впечатление, что сам островок небольшой, и насколько я знаю с карты Google Maps, вот там дальше, смотрите, там должен быть такой перешеек, то есть здесь можно на этой стороне поотдыхать и на той, но сейчас мы это и проверим. Народ уже снорклит там, прямо все огорожено буйками, поэтому достаточно безопасно. Смотрите, такой вот шопинг.
можно что-то купить, перекусить. Но, в принципе, нас должны хорошо покормить, поэтому пока в этом не вижу смысла. Тем более мы позавтракали. Все приветливые. Мы практически прошли весь остров. Сейчас нам наш гид расскажет информацию вводную, и мы пойдем уже дальше отдыхать. Как вы видите, сейчас максимальный прилив. В процессе дня будет постепенно вода отходить, но отлив будет, в принципе, не сильный. Смотрите, в Таиланде очень часто встречаю вот такие мусорки для пластиковых бутылок. Очень много смысла в них. Что лично мне интересно в этом острове, это если вот вы сейчас посмотрите со спутника, да, здесь такой перешеек, и какой пляж находится на другой стороне. И, кстати, он вообще очень близко. Вот смотрите, один берег, а вот противоположный. Пройти можно буквально за 50 шагов. Близко тогда все. Да, я думала, тут 500 метров, а здесь 100. Да, маленький такой остров, очень уютный. Вот так она выглядит. Здесь какая-то красная табличка. Видимо, сюда нам нельзя. Но мы пойдем на большой пляж длинный. В принципе, места там для всех хватит. Здесь есть специальное место для курения, вот обозначено табличкой, а также удобство, туалет, вот дальше, и раздевалки с душем. То есть можно будет помыться, да? Можно будет опресниться после моря. Это очень важно. Такой потрясающий вид открывается, и у меня аж сердце замирает. Такие горы, холмы, вода голубая, просто изумрудная, класс. Да, это, наверное, самый инстаграмный остров рядом с Паттайей. Смотрите, здесь никого нет вообще. Фотки будут очень клевые с вашего. Смотрите, если вы будете заниматься снорклингом, то нырять можно вот от этого пирса вот до тех дальних буйков. Все это доступно для погружений. Посмотрите, какой кайф, какая водичка. Плавучий пирс такой здесь. Классно по нему ходить. Я думаю, если тут штормит, это еще тот аттракцион. Смотри, какие маленькие рыбки. Первый раз таких вижу. Прям такая стайка. Клевые такие. Тайцы, смотрите, спрятались под деревом, кайфуют. А мы поищем место под солнцем. Надеюсь, нам удастся покататься на каяках. Смотрите, какая вода. Карта острова. Вот пирс, на который мы пришли. Дошли по деревянному мостику, прошли вдоль пляжа. Вот это синий пирс, на котором мы сейчас были, плавучий. И мы сейчас находимся где-то вот здесь. И пойдем вдоль пляжа, поищем место для того, чтобы постелить нашу лежайку и позагорать. Да, потому что с обратной стороны скалистый берег. Весь кайф именно вот здесь. Вот так мы расположились, смотрите. Сейчас прибывает новая партия туристов тайских уже. Мы прибыли вообще, наверное, самые первые. Нам дали водичку на человека по бутылке, но потом в обед выдадут еще. Обед будет в 12:30, а в 11 еще будет снорклинг. Нужно будет подойти и взять маски. Все, пошли, Алена, исследовать остров. До воды мы еще не добрались. Сначала мы пофотаемся, посмотрим все эти инстаграмные места, а потом уже будем купаться. Вообще, мне нравится, смотрите, какое место мы выбрали. Под деревом. Здесь у нас тенечек, и еще качелька есть. И стульчик для спасателей. Вообще кайф. Каяк, все дела. Красота. Наш гид нам сказала, что на острове могут быть обезьяны, поэтому если вы куда-то уходите, вещи свои всегда закрывайте, потому что обезьяны могут своровать сумки небольшие, телефоны, если они будут лежать в открытом доступе, ну и другие ценные вещи. Всегда прячьте все как-то в большую-большую сумку и закрывайте на замок, старайтесь. Ну все, ребят, погнали по фотозонам. Ой, какой кайф, смотри, Алена. Чувствуешь песочек какой?
Очень мелкие, классные. Смотри, какой медведь. Где-то нашли его. Медведь в жилете, все нормально. Я думаю, это все вещи, которые забывают туристы. Все одевается на этого медведя, и, возможно, кто-то когда-то вернется и найдет свои очки или банданку. Все висит там. Или своего медведя. Смотрите, отсюда видно материк. Остров вообще близко. Мы шли, даже не заметили. Единственное, если будет сильная волна, на этом паромчике может немножко укачивать. Когда вас укачивает, садитесь поближе к середине парома, потому что на носу укачивает сильнее, и голову ставьте по волне, чтобы вас не так раскачивало, а, грубо говоря, вот так. Тогда меньше вероятность, что вам станет плохо. Какой шум цикад, ты слышишь? Природа такова, какая она есть. Это остров Кокхам. Остров Кокхам – часть национального парка Самое-Сар. И здесь большая подводная плантация актиния. И в актиниях живет маленькая рыбка Немо. И, возможно, сегодня мы ее увидим. Это рыба гермафродит. Они все рождаются самцами, но в процессе жизни кто-то из них становится самками. Инструктаж по фотографированию жены от Павла Сергеевича. Смотрите, ну тут даже стараться не надо, и так все красиво. Красивая жена, красивое море. Вообще просто шикарно. Просто берете, держите телефон и фотографируете. Ничего не надо больше. Не надо никаких лайфхаков, ничего придумать. Все просто офигенно. Сзади куча людей. Ой, простите, мы тут собрали небольшую пробочку. Но ничего страшного. Красота, как говорится, требует жертв. Здесь столько классных фотозон, и фотографии будут получаться совершенно разные, как будто вы делали их в разных местах, в разных локациях. Это большой плюс острова, потому что вы можете взять всего лишь одну экскурсию и сделать целую кучу фоточек из Таиланда и показывать своим подругам. Офигеть, Алена, как круто, а? Вот, казалось бы, да, тайцы взяли, кому в голову пришло взять и приляпать сюда дверь. Но выглядит очень круто. Ой, отсюда такой вид шикарный открывается. Вот сейчас мы поворачиваемся туда. Смотрите, какой клевый вид, просто потрясающий. Блин, Ален, я вот смотрю на тебя, у меня просто разрыв башки, потому что ты стоишь, открыта дверь, и там дальше море. Мозг просто не понимает, что происходит. Это реально очень круто, и реально какая-то просто старая дверь вызывает столько эмоций. Я думаю, сегодня мы зашли именно в ту дверь. Однозначно. Фотографируем жену. Несколько кадров так. Потом ставим на 0,5. Обязательно. И подворачиваем телефон вверх. Вот так. Смотрите, какие ножки сразу получаются, да? Вот здесь. Смотрите, нажимаем. Оп, оп, оп. Не благодарите. Смотрите, какой-то военный корабль пришел, и военный выпрыгнул из него и решил искупаться. Вот это кайф. Да, мне нравится этот остров тем, что он находится недалеко от берега, и плыли мы всего лишь навсего минут 15-20. Это большое преимущество этого острова. Не нужно долго по волнам плавать, потому что многих укачивает. И я думаю, это классная поездка для тех, кто не любит передвигаться по воде. И для тех, кто любит передвигаться по воде. Потому что я на самом деле кайфую на пароме не меньше, чем на каком-нибудь крутом катере. Да, потому что ветер соленый дует в лицо. Это ж так полезно. Кстати, не забывайте мазаться солнцезащитным кремом. На островах обгораешь быстрее. Да, поэтому всегда, когда я еду на острова, я одеваю вот такую штуку. Она очень хорошо защищает кожу от солнца. Это лайкра называется. И тайцы тоже не пренебрегают и покупают вот такие вот пляжные костюмы себе. Да, в чем ее преимущество? В ней можно купаться, она быстро высыхает. Когда холодно, она немножко согревает. Когда жарко, она защищает от солнца. Вещь вообще классная, очень нужна. И всегда покупайте, старайтесь дорогую лайкру. Если вы ведете достаточно активный образ жизни, она у вас прослужит долго. Кайфуешь, Аляна? Вообще так красиво здесь. Да, в Паттайе такого не найдешь, конечно.
Этот остров, конечно, он уже более продвинутый, да, если вы первый раз в Паттайе, сначала сгоняйте на Калан. На Калан можно съездить самостоятельно, а на этот остров вы никогда не попадете сами. Поэтому мы взяли экскурсию у Thai Food Travel. Ребята классно организовали все, быстро, четко и понятно. У ребят классный телеграм-канал, QR-код вы сейчас видите на экране. У них отличная навигация по меню, большое количество экскурсий, все классно расписано. Кстати, можно заказать прямо из дома, оплатить можете на тайскую карту, а также на рублевую. Все просто и понятно. У них есть обменники, вы можете у них заказать трансфер и другие услуги. Также они бронируют отели на Букинге и на Агаде, поэтому мы их рекомендуем. Друзья, ну и наша традиционная рубрика «Обзор водички». Вода прохладненькая, кстати, освежает. Осторожно, здесь есть немножко кораллы, а дальше вот песок начался, все. Если будет отлив, получается, что вы будете заходить прямо в воду, потому что кораллы останутся там, и сразу здесь будет уже песочек. Водичка красивая, прозрачная. Хотелось бы, конечно, здесь остаться на ночь, но нельзя. Это заповедник, и сюда доступна только дневная экскурсия. Мы с Саней отправляемся в поисках Немо, а Алена будет у нас здесь загорать пока. И купаться. Вода здесь немножко мутноватая, но это связано с тем, что пару дней назад прошел дождь, и плюс здесь очень мелкий песок, и вот эта взвесь, она все, когда волна поднимается, она все равно немножко баламутится. Дальше от берега, там, где рифы, как раз там, где кораллы, там, где камни, вода должна быть почище. Сейчас мы это и проверим. Цель максимум у нас это найти рыбку Немо, а цель минимум у нас это просто поплавать, понырять и кайфануть. Все, мы пришли как раз вовремя, отправляемся на снорклинг. Смотрите, раздают вот такие крутые маски. В принципе, все достаточно хорошего качества. Рыбки Немо живут в водорослях, которые называются либо розовый анимон, либо актиния. Больше всего они напоминают макароны, лапшу или ковер с толстым ворсом. Имеют длину 15 сантиметров примерно, бледно-розового цвета. Все рыбки, которые живут в этих анимонах, все являются рыбками Немо. Рыбок Немо 28 разновидностей. Та рыбка, которая стала популярна благодаря диснеевскому мультику, оранжевая с белыми полосками. По сюжету мультика она мальчик, который ищет папу, рыбка. На самом деле это самая распространенная расцветка самки. Рыбки Немо не зря живут в Таиланде, потому что они могут абсолютно бесплатно, без всяких операций, менять пол, причем в обе стороны. То есть если самцов мало, самки становятся самцами. И наоборот. Синяя рыбка. Друзья, меня просто переполняют эмоции. Я сейчас гонялся за скатом хвостокола. Столько много рыбок. Я наконец-то увидел этих рыбок Немо. Они такие милые, классные. Это очень круто. Наконец-то Саня увидел рыбок Немо. Офигенное место для снорклинга. Я представляю, что здесь было 4 дня назад, еще до дождя. Я думаю, вода была просто офигенная. И видимость была на 10 метров вперед и было гораздо круче. Но даже сегодня
Я просто кайфую. Очень богатый подводный мир, очень чистое дно, видно, что нету мусора, видно, что с экологией в этом месте все в порядке. И это очень круто. Очень много морских ежей, скаты, рыбки Немо, всевозможные стаи пелагических рыб. Вообще кайф. Друзья, сейчас мне встретились гигантские тридахны. Они тут такие огромные, что даже не боятся. Я прям камеру вплотную к ним приближаю, а их все равно они даже не закрываются до конца. Вот это круто, такого я никогда не видел. Я, кстати, рекомендую место, чтобы понырять вот возле вот этих вот канатов. Не там, где мы с гидом ныряли. Там, конечно, были рыбки Немо образные. Здесь уже гораздо разнообразнее подводный мир. Очень много всяких рыбок тропических, поэтому здесь мне нравится больше. Но там тоже обязательно нужно понырять, чтобы посмотреть рыбок Немо, потому что здесь их нету. Я нашел один бас. Смотрите, какая здесь классная качеля. Я думаю, здесь офигенные фоточки должны получаться. Сфотаемся мы чуть-чуть попозже, потому что сейчас мы пойдем обедать. Желательно делать все фотографии до обеда, да? Я еще сейчас перед обедом пойду схожу вот до того мыса, прогуляюсь, посмотрю, что там интересного. А вы пока оставайтесь здесь, ждите меня. Тапки намочил. Ну ладно, уже намочил. Какой кайф здесь, ребята, вы бы знали. Здесь берег просто усеян кораллами. Попадаются очень красивые экземпляры, но кораллы из Таиланда вывозить нельзя. Это статья очень серьезная, поэтому не стоит с собой их брать. Если вам понравился какой-то красивый коралл, сфотографировали его, положили, пусть он лежит дальше. Еще много таких вот ракушек прикольных. Ребята, я отправился исследовать остров. Что характерно, на материковой части, в прибрежной зоне очень много бамбука, а на островной очень много мангровых деревьев и всяких зарослей интересных. Прикольно. Смотрите, какое здесь место, такой зонтик. Вид просто шикарный. Вы просто посмотрите, надо сюда Алену позвать. Очень романтично. Сидят два тайских мужчины. Видимо, у них какой-то романтик. Не будем им мешать. Смотрите, как тут все свисает. Прикольно. Главное, чтобы не было колючек. Послушайте, сзади шум моря, спереди звук цикад. Такое дерево, и оно усыпано просто какими-то кораллами. Послушайте, какой здесь звук. Очень круто. Я иду прямо возле моря. Где же это цикада? Давайте... О, вот они! Да ну, прямо передо мной. Вы готовы их увидеть? Вот они, ребята, цикады. Я не понимаю, конечно, как они издают такие звуки, но просто я не верю своим ушам. Неужели такие маленькие букашки могут так громко жужжать? Все, они уже напрягаются.
Их здесь просто сотни, мне кажется. Они прям так маскируются, их сразу так и не увидишь. Так, ну тут уже становится сложно пройти. Это какой-то не туристический маршрут. Поэтому я, наверное... А, вот я нашел тропинку. Конечно, я немножко боюсь всегда ходить в Таиланде по вот этим всяким джунглям. Потому что тут могут быть змеи, скорпионы. Все, дальше непроходимые заросли. Можно, конечно, пройти при большом желании, но большого желания у меня нет. Смотрите, пока я ходил, одна переползла повыше. Я не хочу проверять, как они летают. Пусть сидит, наверное, да? Но они затихли. Видимо... О, вы слышали это? Вот они общаются. Что-то чирикает на своем. Смотрите, какие камни здесь. Это все кораллы, я думаю. Все-таки я был неправ. Это мальчик с девочкой тайские. Просто девочка немножко была похожа на мальчика, поэтому все нормально. Пришел я сюда, чтобы показать вам вот этот вот участок с бирюзовой водичкой. Как бы сюда понырять, сходить, конечно, мне кажется, здесь просто красота должна быть нереальная. Но здесь, насколько я знаю, нырять запрещено. Если только пока никто не видит. И смотрите, давайте обзор острова. Он такой высокий и делится на две части. Вот этим перешейком. Я думаю, иногда, когда очень большая волна, это все смывает и волна там захлестывает до того берега. Вот наш обед. Рис, креветка, курочка, капот, салатик, ананасик. Супер. Еще и пола. Еще с видом на море. Кайф. А я, пожалуй, выпью немножко. А у нас шотландские виски. Или тайский бренди. Отлично. Я наелся. Хороший был обед. Да. Мне понравился. Классный. Ощущение, как будто мы уже 2 дня на этом острове, да? Так все динамично развивается. Мы уже и сгорели немножко, и пофотографировались, и занялись снорклингом, и покушали, и покупались. А время еще 2 нету. Волна утихла, море стало достаточно спокойным. Мы покушали, и теперь мы полны сил. И делаем второй заходик. О, хорошо. Мне кажется, мои плечики уже подгорели. Хоть я и мазала их. Так что берите с собой какие-нибудь кофточки и на плечики надевайте. Так, смотрите, мы тут сообразили каячок. Все входит в стоимость экскурсии. Саня так уже хочет погонять. Я тоже, если честно. Маму будем с собой брать? Давай возьмем. Вы готовы, дети? Так точно, капитан. У нас такая грозовая туча за островом. А мы плывем. В чем и плюс островов? Потому что с одной стороны будет ветер, а с другой стороны практически всегда будет вот такой вот кайф. А там прям дождь, короче, гроза, молния, все там уже, может, конец света уже настал, а мы тут кайфуем до сих пор. Алена, ты кайфуешь? Я кайфую. Ой, Папа, какая вода красивая. Папа, остановись. Ой, Сейчас, вообще. Ань. Не остановись, я хочу чуть-чуть остановиться. Хочешь посмотреть на море? Ой, оно такое классное, яркое. Да, понырять. Hello. Чего, Сань? Там уже рифы идут, и когда отлив, там можно сесть на мель. Смотрите, какой офигенный вид на наш пляж. Народу, кстати, немного, несмотря на субботу. Тайцы приезжают и уезжают периодически, но они не задержатся, у них как-то все быстро происходит. Мы приплыли на место, где самая бирюзовая вода, и здесь на дне песок. Здесь, я думаю, классно было бы понырять, посмотреть на скатов. И прозрачность, я думаю, тут отличная должна быть, потому что море спокойное, уже далеко достаточно от берега. И раз, и левая. Я предлагаю еще сходить вон на те классные столики и поесть мороженого. Кто за? Ну, пошли, пошли. То жарковато. Да, надо охладиться. Ребята, смотрите, я стою на каяке. Вау, круто.
Офигенно. Просто кайф. Блин, это, наверное, лучший день в этом месяце у нас, да? С катера упал спасательный жилет. И, короче, мы сказали: дружище, не беда, мы его сейчас спасем. Поэтому у нас начинается спасательная операция. Все. Спасательная операция. Погнали. Доставим спасенный жилет на берег. Дай, может быть, там достанем. Ой, синхронизировались почти, пацаны. Класс. Супер. Молодец. Тащи нас, Сань. Молодец. Если кто-то наступит на ежа, здесь могут оказать экстренную помощь. Здесь воду привезли пресную. Смотрите, шланг, и он идет туда, прямо к нашим кафешкам. Вот что они тут делают. Давай, залазь, не бойся. Ладно, давай я. О, кайф! Шелтер. Сдается жилье на берегу Южно-Китайского моря. Недорого. Саня, иди сюда. Давай посидим с тобой. Как Женя поносил. Как круто, а? Вот первобытные люди, они жили в пещерах. Добывали огонь из камня, ели мамонта и жили вот в таких пещерах, только побольше чуть-чуть. А что тут так важно? Может здесь, кстати, на скалах что-то быть написано, да? Кстати, тут такая порода интересная. Она вот такая прям типа мрамора что-то. Я не особо спец в камнях. Наверное, здесь руду добывали. Наверное, да? И выдолбили эту пещеру, да? Может быть, даже золото. Вот смотри, тут какие вкрапления. Как в Майнкрафте, да, Саня? Главное под себя не копать. Это первое правильно. А то провалишься в лаву. Ой, какая ты красивая. Саня нашел кольцо. Вот это да. Дай-ка посмотрю. Алена, давай мизинец. Моя прелесть. Вот, папа. Не-не-не, Нет, надо с другой стороны. Смотри, какое море красивое. Вау. В районке идет дождь, а у нас тут пока нормально. Но ветер гонит тучки в нашу сторону, поэтому все может резко измениться. Но у нас есть пещера, если что. Смотрите, какое отверстие в скале. Я думаю, когда сильный ветер штормовой, тут свистит. Алена туристка. А? Ну как тебе туристом Мне быть? нравится. Классно, да? Ни о чем не думаешь. Вот в чем соль, ни о чем не думаешь. Да, Серега там носится с Кристиной, все там организовывают, тебе там ром подливают, если что, на каяк усадят, а ты просто кайфуешь. За это стоит заплатить, конечно. Красота. Очень красиво. Этот остров обязателен к посещению, как ты думаешь? Да. Мы пойдем, возьмем по мороженому и пойдем попробуем сесть вон на те столики, если там свободно. Мороженое, да, по 30 бат мы заказали. Шоколадное и 2 кокосовых. Смотрите, здесь какие шарики. Похожи на Рыбий жир. на рыбий жир. Саня себе тут филинг мороженого будет делать. Смотрите, что творится с другой стороны острова. Ветер прям такой мощный задувает. А там просто штилец. Я решил показать своим котятам место, которое я нашел. Как мороженое тебе? Эй, ты сейчас пока Мяу, дойдешь, его милкшейк. съешь. Смотрите, в каком классном месте мы кушаем мороженое. Единственное, что пока я дошел, половина мороженого растаяла. Алена, как у тебя обстановка? Тоже. А ты? Почти все съели. Нормально, сейчас я покажу получше. Это просто какой-то восторг. Вот такое у нас местечко уединенное. Офигеть, ребята, вы это видите? Это гигантский мини-варан. О, нифига себе, да он быстрый какой, а. Блин, мне как-то даже немножко стрёмно. Я думал сначала змея. Все, он убежал.
Такой вообще быстрый. Ален, посмотри, как он там. Вон туда встань, посмотри. Ну что там? Я думаю, что у него там пещерка маленькая. Да? Можно тоже? Вон маленькая пещерка. Он там, короче, передвигается, да? В нашу экскурсию еще включено посещение центра реабилитации черепах. И сейчас мы туда направимся. Мы уже находимся на пирсе. Дошли обратно минут за 10-15 по ветру, очень классно. И сейчас мы находимся на закрытой военной территории. Мы за 1,5 года жизни в Паттайе никогда здесь не были, потому что на своей машине, на своем мопеде русскому человеку и как любому другому иностранцу сюда проехать нельзя. Ехали мы километров 5 по такой очень красивой территории с частными домами. Вот здесь вы видите за моей спиной тайские военные катаются на парусных маленьких лодочках. Очень красиво. Здесь такая закрытая бухта. Хорошо устроились тайские военные, я вам скажу. У них самые лучшие, самые красивые пляжи. Территория у них вся облагорожена. Везде порядок, везде асфальт, везде красивые газоны, там озера, там кафешечки такие военные в милитари стиле. Живут они неплохо. И черепаховый этот центр, я так понял, занимаются здесь тоже военные, спасают этих черепах. И как-то потом реабилитируют и выпускают. У меня есть небольшое видео, как я спасал черепаху на Пхукете. Такую же. На Пхукете тоже есть такие центры. Мне кажется, сюда стоит только поехать для того, чтобы посмотреть вот эти вот кораблики маленькие, красивые. Как живут тайские военные, да? Как плывут они по морю, офигенно. Похоже на Владивосток, да? Там у нас тоже Вот, такие смотри. плавают. Я думаю, эта часть экскурсии будет очень интересна детям. Потому что Саня прям мечтает посмотреть, как их тут спасают. Ого! Они огромные. Те, которые потемнее одной и другой породы, это самцы. Посветлее это самочки. Ребят, а сейчас мы пойдем и посмотрим на черепах. Начинаем. Да, вот такую же я спасал, только она была раза в 3 поменьше, да, даже меньше, чем вон там. Ястребоклювые и зеленые черепахи, да? Ну, они, в принципе, одинаковые практически. А я вот сейчас включила навигатор посмотреть, мы когда подъезжали, я увидела пирс. Мне показалось, что это знакомое место, и Саша подтвердил. Говорит, там за пирсом находится танцующие девочки пляж. Так и есть, вот я сейчас по навигации смотрю, там пляж Намрам. Да, но туда попасть можно, а сюда, где мы находимся, только на экскурсии. Вау, какие милые! Да, вообще малыши. Детки, да? А вырастают они просто до гигантских размеров. 16-10, то есть через 10 минут ровно мы собираем снова. Под водой встречаешь, знаешь, они как прям летят как будто. А чего не с лапами? А? Смотри, она ее кусает. Не, она просто кусает, да? А она грызет у нее что-то, панцирь объедает. Вот этот панцирь у черепахи, он как будто, знаете, из чешуи состоит. А вот такую я в руках держал, тащил ее там по берегу в реабилитационный центр. Привет! Здорово! Блин, как приятно смотреть, когда они такие в безопасности. И надеюсь, все у них будет хорошо. Надеюсь, скоро их выпустят в море. Смотри, видишь, они объедают друг другу. Ой, такой подышал, да, и дальше плавать. Вот в этом бассейне черепахи, которым 1-2 месяца. Ой, какие маленькие. Вообще Активные такие. малыши-карандаши. А что здесь вообще, мам? Да, месячные черепашки. Мам, там вообще есть. Карманные. Саню отсюда вообще, мне кажется, не утащишь. Как тебе, Сань, нравится здесь? Она в карман полезет. Хочешь в кармане забрать? Карманная черепашка, да? Как спичечный коробок. Нравится тебе здесь? Смотрите, и здесь тоже такая инсталляция. Мусорка в виде черепахи. Это все говорит о том, что мы загрязняем океан, и в каждом морском животном уже содержится очень много этого микропластика, бутылок и всей остальной гадости, что мы выбрасываем в море. Это, конечно, печально, поэтому, ребятки, убирайте всегда за собой мусор, не кидайте ничего в воду. Ребят, еще по дороге мы заехали в одно из наших самых любимых мест.
сюда на своей машине или на своем байке проехать можно. Мы сейчас приехали в открытый музей военной старины и техники. Здесь классно. Мы сюда приезжаем часто погулять с ребенком. Ему здесь очень нравится. Привезли новые самолеты. Вот двухэтажный Боинг здесь появился. Раньше его не было. Потом некоторые самолеты перекрасили. Здесь очень много разной техники, пожарные машины, техника Второй мировой войны, там какие-то японские самолеты. В общем, очень классно полазить, побегать, попрыгать, все можно потрогать. Еще можно зайти в самолет, попить кофе, съесть вкусняшки. А также здесь есть магазин военной амуниции. Также там продается винтаж, раритет, какие-то старинные вещи. В общем, каждый найдет для себя что-то интересное. Ну, пойдемте посмотрим. Саня уже оседлал пожарную машину. Это его любимое место. Да. Ну, он иногда с друзьями сюда приезжает, они тут играют. Все можно трогать, везде можно залазить практически. И прикольно. Все можно покрутить, посидеть в машине. А еще у меня здесь есть классная фотка. Я прямо в большом двигателе сидела. И вот он там находится, этот двигатель. Также можно туда залезть и сфоткаться. Да, и посещение этого места входит в экскурсию. Потому что это все по пути и очень удобно. Заехать на 5 минут, сходить в туалет, попить кофе. Распиленные самолеты, их раньше здесь не было. Я всегда ломал голову, как они их сюда привозят. Наверное, они вот так их пилят. Потому что километрах 15 отсюда, возле аэропорта Утапао, есть кладбище самолетов. Самолеты, которые там стоят, на них очень жалко смотреть, потому что они стоят, пылятся, ржавеют, а здесь все-таки их привозят, и они обретают вторую жизнь. Это здорово, на мой взгляд. Кто из вас мечтал стать стюардессой или стюардом? Алена. Стюардесса по имени Алена. Да, круто. Какая здоровая штуковина. Угу, здорово. Что тут у нас? Японский какой-то самолет. Вот мне интересно то, что я еще тут не видел, да? Смотрите, они как бы расклепаны, эти половинки такие. Крылья отдельно лежат. Ну да, их вот так привозят, разбирают, привозят, потом тут собирают. Прикольно. Я думаю, тут никакого контроля над сборкой этих самолетов не требуется. Как собрали, так собрали. Какой-то композит, наверное, да? Типа, как будто из фанеры. Вот этот покрасили самолет с прошлого нашего посещения. Очень много вот этих машинок. Может, купить ее можно? От винта, ребята, конечно, заклинивший движок. Хотя, может, и не заклинивший просто. Да, прикольный. Малыш такой, да? Что-то типа Цеслы. Смотрите, сколько много вот этих машинок. Они, наверное, уже не на ходу. Все без сидушек. Ну, я бы такую купил себе, бы ремонтировал бы. Но, наверное, тут уже ничего не открутить. Они их покрасили. Руль крутится. Ну, так, проверим сейчас. Какого руль. О, тут работает все. Смотрите, колесико. Ага. Нормально. На ходу практически. Я думаю, там и двигатель еще на месте стоит. Смотрите, какая гигантская махина. Какие тачки гоночные. Вот это да. Вот раньше народ гонял, а? Офигеть. А, и здесь такой рынок, здесь полно всяких бэушных товаров там, различного назначения. Всякая такая старина. Глашиный рынок, или как это назвать. Прикольно походить тут, я тут ходил несколько раз, очень много всего интересного. Особенно мне понравились тубусы, я сейчас вам покажу, где они находятся. Смотрите, тут, кстати, много ключей, на них написано «Сделано в СССР». Но это нет, это какой-то не наш. Нам попадается... О, вот это прикольно, смотрите. Кстати, неплохие ласты здесь можно купить. Scuba Pro, да. Нормально. Были бы джетфины, я бы взял бы. Мэриас, ну такие хорошие ласты. Видимо, разорился какой-то дайв-центр.
Ага. Даже игрушки тут есть. Да, и вот, смотрите, тубусы я вам покажу просто. Я все время сюда захожу и смотрю на эти тубусы, Алена мне не дает их купить. Говорит, зачем нам они нужны, а они такие классные, смотрите. Вот, от чего-то, короче, такого военного или от снарядов. Вот такие тубусы, туда можно удочки положить. Тут, короче, они такие герметичные, с ручками. И вот еще какой-то новый, раньше такого не было. Прикольно, сейчас я его открою. Видите, какая панама классная. Да. И одни глаза будут торчать. Сейчас у нас будет распаковка военного тубуса. Я думаю, это вот так делать. Да, смотри-ка. Что там внутри? Все герметично, видишь, на резиночках. Еще какая-то, как будто сумочка лежит. Сюда Что можно это? положить ноутбук. Ноутбук. Я надеюсь, ничего не взорвется, если дергать за эту штуку. Какая-то штука. Да, вот что-то здесь лежало такое. Не знаю для чего, но для чего-то военного. Смотрите, хоп, защелкнул, все. Граница на замке. И Супер. как? Мгм. Топ, ну типа вверх, вниз. Тут инструкция. 4 и 4. Ну, какие-то 4 снаряда тут лежало, да. Типа взрывоопасно. Да, да. Made in Canada. Не знаю для чего, но она мне очень нужна. Можем в Приуса 3-й ряд сидений поставить. Смотри. С катапультой для Сани. Если будет плохо себя вести, нажимаешь кнопочку. Сань, И давай. вылетаешь, да? С катапультой хочешь себе сидушки? Может быть, тебе надо. И парашют. Да, парашют, конечно же. Безопасность превыше всего. Бассейн военный. Раньше американские военные устраивали вот в таких бассейнах пенные вечеринки. Приезжали прям куда-нибудь, наливали туда водички, ферри, и все, Виларипа, Белобаджа, все, короче, отдыхали. Смотрите, ребят, кто приезжает в Таиланд со своими юанями, если у вас огромная пачка, то можно купить вот такой вот сейф надежный и хранить их здесь. Или поменьше, если вы с долларами. Ребят, ну надеюсь, наше видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если хотите на такую же экскурсию, подписывайтесь на телеграм-канал нашего туроператора Taifo Travel, через которого мы ездили. У них много классных экскурсий, ссылочка будет в описании, QR-код вы сейчас видите вот здесь на экране. Мы очень устали, очень довольны, едем домой, всем пока! Пока! Всем пока.